Салют, друзья! Меня зовут Макс Юн, и вы на моем канале, где мы говорим об АСБ. Правила нашего спорта таковы, что выбывшим считается боец, который коснулся земли третьей точкой. Упал – проиграл. И с одной стороны, мы можем его нокаутировать. У нас в руках есть для этого оружие. Но давайте честно, хоть эти штуки достаточно увесистые, доспехи настолько хороши, что проще противника вывести из боя, сбив его или бросив. Первое – это работа для бегунов. О них мы говорили в прошлом топе. А сегодня давайте поговорим о бойцах, которые используют борцовский арсенал. Броски, подножки, подсечки. В подготовке этого ролика мне помогали вы, друзья. На своих страницах ВКонтакте и Фейсбуке я просил вас написать бойцов, которые, по вашему мнению, обязательно должны быть в топе сильнейших борцов. Вы написали, список получился очень большим. В нем куда больше, чем 10 человек. И выбрать 10 было очень сложно, но я выбрал. И наверняка опять очень предвзято. Возможно, даже в будущем я сделаю ролик с теми людьми, которые в этот список не попал, но тоже достойны упоминания. Теперь о том, как понять, кто из этих 10 лучший. Честно, друзья, я себе голову сломал. Не существует какого-то объективного способа ранжировать представленных в списке бойцов. Все они делают фраги, все они бросают людей. И нет какой-то статистики, знаете, кто сколько бросил. С одной стороны, можно их оценивать по навыкам, но спорт у нас без весовых категорий, и поэтому навыки могут не помочь, если твой противник хоть и менее искусен, но килограмм на 30 тяжелее тебя. Ну или могут помочь. Как вы могли заметить, ролик называется «10 топовых борцов АСБ», а не топ-10 борцов АСБ. Это могло вам намекнуть, что по итогу я так и не взял на себя смелость распределить представленных ниже бойцов по порядку. Но я знаю, как это сделать. И об этом в конце. А пока встречайте самый необъективный топ на этом канале. А точнее даже не топ. Евгений Агеев, Западная башня. Агеев человек известный и опасный. Мало того, что он топовый алибардист, который обладает не только филигранной техникой, но и мощнейшим ударом. В комплекте к этому идут и потрясающие борцовские навыки. Агеев в совершенстве владел подсечками. Его выделяет яркий атакующий стиль. Агеев — это не тот боец, на которого прыгают оппоненты. Он выглядит слишком устрашающе, да и давно известен в мире. Поэтому он очень редко работает вторым номером. Евгений атакует, давит, заставляет тебя ошибиться и высекает тебе ноги, когда ты пробегаешь. Или нагружает ударами алебарды и высекает ноги на отступление. До прихода в АСБ Евгений Агеев никаким видом борьбы не занимался. Однако в 2015 году решил освоить самбо. Сейчас имеет первый спортивный разряд по самбо. Точнее, он даже выполнил требования для звания кандидат в мастера спорта, но не стал подавать документы. Также занимался дзюдо, грэпплингом и ММА. Сейчас никаким отдельным видом борьбы Евгений не занимается и уделяет внимание этому компоненту исключительно в рамках тренировок по АСБ. Евгений Беденко, Западная башня. К моему личному сожалению, мы очень давно не видим этого бойца на ресталище, но это ни в коем случае не умаляет его заслуг. Если говорить о наиболее скиллованных борцах в АСБ, то Евгений Беденко точно один из них. Долгое время он был настоящей головной болью для своих соперников. Он один из самых невысоких бойцов в команде Западная башня, к тому же стоит по центру. Для неопытных бойцов он выглядел легкой мишенью. На нем же не написано, что он КМС по вольной борьбе. Ну и в итоге противники улетали через его идеально отработанную переднюю подножку. Женя один из самых техничных борцов в АСБ. Кроме этого, у него потрясающий уровень фехтования, который он миксует с шедевральной борьбой и ударкой. От этого наблюдать за Беденко в бою настоящее удовольствие. Все это делает его не только офигенным бугурцменом, но и одним из лучших профбойцов. Моим самым любимым. Единственное, чего не хватает Беденко, это рост и вес. Без обид, я сам такой. Из-за этого, хоть его борцовские навыки являются одними из лучших в современном АСБ, выйти победителем из противостояния с высокоуровневыми тяжеловесами удается не всегда. Про Ивана Васильева говорить после того, как рассказал об Евгении Беденко, довольно тяжело. Велик риск повториться слово в слово. Он тоже великолепный борец. Тоже невысокий легковес. Ну, окей, с недавних пор средний вес. Тоже работает на центре поля, где уверенно себя чувствует с противником любых габаритов. Также способен дать прикурить и у борта. Тоже является представителем старой доброй школы эстфеха. В отличие от Беденко, у Ивана Васильева база самбо. Сам он говорит, что занимался самбо в детстве, 2 года и забросил. Но, видимо, это был тот возраст, когда все закрепленные навыки остаются на всю жизнь. Повторный интерес к борьбе появился лет 12 назад, когда Иван начал выступать по профбоям. Кстати, если кто-то не знает, именно Иван придумал эту номинацию. Он не только хороший практик, но и вдумчивый теоретик. Иван получил дополнительное образование в Российском государственном университете физической культуры. По специальности тренер дзюдо.
Его дипломная работа – применение борцовских техник дзюдо в полноконтактном историческом фехтовании. Так что Иван чрезвычайно опасный борец. Он постигает борьбу на самом глубинном уровне. Александр Шейн, Боярд. Высокий второй номер из команды Львов. Как мы помним, Александр Шейн попал в ВСБ, потому что не может отказать малознакомой девушке пройти с ней не пойми куда. Он был завербован Ириной Федоровой из Боярда в метро, когда она усмотрела потенциал в высоком крепком парне. Шейн КМС по дзюдо. Он занимался им 7 лет в детстве. Помножим это на 198 см роста и 103 кг веса. И результатом этого странного уравнения будет то, что по итогу своего первого же сезона в ВСБ Александр Шейн летит в Монако на Бугурт Прайм. Точнее, Бугурт Прайм были его 4-ми соревнованиями. Там в Монако он был одним из самых результативных бойцов и почти в каждом раунде оформлял фрагов в копилку Боярда. В одном из прошлых роликов я говорил, что дзюдо является одной из самых лучших баз для ЕСБ. И на мой взгляд, Александр Шейн – прекрасный пример. Ярослав Русанов – старые друзья. Второй человек, который залетает в этот топ прямиком из топа алибардистов. Талантливый человек, талантлив во всем. Ярослав – это чемпион мира по боям на алибардах, который в бугуртах оформляет фрагов в основном за счет бросков. Поэтому он заслуженно находится в этом топе. Все мы помним, как в 2020 году на Реконе он в одном раунде бросил 3 человек. С Ярославом Русановым какая-то странная магия. Он стоит на центре поля. Неизвестным бойцом его давно не назвать, и все знают, что нельзя на него бежать сзади, пытаться его снести, потому что он гарантированно поймает тебя на подхват под 2 ноги. Нужно сделать что-то другое. Но происходит локальное отупение подавляющей части бойцов, ведь именно это они и делают. Они несутся на Ярика, пытаясь снести его в спину, но, видимо, у него там глаза, потому что результат всегда один и тот же. И даже мы, его сокомандники, делаем то же самое на тренировках. Вот бывает у меня ситуация. Вижу я прекрасную возможность атаковать Ярика. Несусь на него, потом он поворачивается, улыбается, и вот я уже лежу и думаю, это что сейчас было? Видимо, Ярослав, кроме алибарды и борьбы, в совершенстве постиг путь обмана. Он кажется уязвимым тогда, когда таковым не является. Сунь-Дзы был бы доволен. Артем Саванович, Западная башня. Боец, справедливо признан самым ценным на Бугурт Прайме 2019 года. Он умный, непредсказуемый соперник, которого до последнего не стоит списывать со счетов. Ведь Артем способен находить выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Если не забыли, то это именно он вытянул сложнейший раунд против White Company, когда Боярд проигрывал 4-3. В том бою Артем бросил 3 англичан, одного из которых в ситуации, когда боролся сразу против 2. А уже в 2020 году против той же White Company, но в составе команды Западная башня, он сбросил противника, который напрыгнул на спину и, казалось, уже сбил Артема. Подвигов у Савановича немало. В спорте он очень давно и регулярно представляет Россию на битве наций. Ему можно доверить самые ответственные бои. Он очень умелый, опытный и универсальный боец, который обладает не только выдающимися борцовскими характеристиками, но и страшнейшим ударом двуручного топора. Кроме ЕСБ, принимал участие в соревнованиях по самбо, дзюдо и тайскому боксу. Имеет звание КМС по рукопашному бою, поэтому успешно выступает и в профбоях. Сергей Курицын, Медвежья 5. Тор многократно признавался самым ценным бойцом различных турниров. В отличие от многих бойцов в этом списке, он не обладает каким-то борцовским или околоборцовским бэкграундом. В одном из интервью он сказал, что до ЕСБ он занимался тем, что разгружал тяжеленные противопожарные двери весом 120 кг. А вот с приходом в ВСБ борьба это основное, чему он уделяет время на тренировках. Так вот и прокачался. Его пример демонстрирует, что хоть база другого вида спорта будет не лишней, не стоит думать, что без нее в ВСБ делать нечего. Ни один другой вид спорта не даст вам сопоставимой нагрузки. Все-таки, если ты хочешь сражаться в доспехах, то нужно сражаться в доспехах. И борьба будет большим подспорьем, но и без нее ты можешь стать топовым спортсменом. Сергей Курицын никогда до ВСБ не занимался борьбой, но сейчас это один из самых опасных первых номеров. Его захват — это последнее место, куда вы хотели бы попасть. Вы можете возразить, что при таких габаритах любой может стать крутым. Не любой. У нас в спорте хватает здоровяков, но далеко не все они топовые спортсмены. Здесь нужно усердие. Поэтому не нужно умалять заслуги человека, который может вам вырвать руки из плеч. Алексей Каменев из Медвежьей Пяди, как и его сокомандник Курицын, до ЕСБ борьбой не занимался. Но спортивный бэкграунд у него все-таки есть. Он мастер спорта по пауэрлифтингу, и у него первый спортивный разряд по тяжелой атлетике. А это вообще-то один из наиболее технически сложных видов спорта. Борьбу же прокачивает на тренировках по ЕСБ.
Говорят, что борьба помогает слабому противостоять сильному. Но если сильный тоже знает борьбу, то она помогает ему издеваться над слабым. Я думаю, это пример Каменева. В арсенале Алексея как силовые броски, так и техничные подсечки. Хотя, когда мы говорим о человеке весом 120 кг, там и подсечки силовые. Скажем, в бою против Западной башни он так выбил ноги из-под Багаудина и Юсупова, что маршал посчитал важным уточнить его самочувствие. Стоит сказать, что Каменев и Курицын всегда работают вдвоем, идя по одному флангу и прикрывают друг друга. Так что если вы оказались на их фланге, то выбором вашему не позавидуешь. Вам либо голову открутят от тела, либо тело от головы. Роман Баранас – боец команды «Партизан». Рослый, скоростной боец, много передвигается по полю, отлично маневрирует. В пятерках обычно вооружен баклером и фальшионом, иногда топором. Затяжная борьба – не его основной профиль. Конек Романа – это молниеносные атаки. Атаки эти он начинает с ударов. Это может быть серия ударов руками или, скажем, удар коленом в прыжке. Так вот, под прикрытием этих ударов он стремительно сближается и старается быстро захватить голову в захват и совершить подсечку или бросок. Если противник в глухой защите, Роман может разбить ее мощной серией ударов оружием и щитом, и потом уже, размятывая ошеломленного оппонента, бросить на землю. Если же атака развития не получает, Роман не будет завязываться, он разорвет дистанцию и будет искать другую жертву. Эффективный и энергосберегающий стиль, на мой взгляд. Что интересно, база Романа не борьба, а бокс. Он имеет звание КМС в этом виде спорта. Также выступал на соревнованиях по тайскому боксу и кикбоксингу. После бокса увлекся кудо, где уже подтянул борьбу. Все это делает Романа одним из самых результативных и эффектных бойцов на поле. Лукаш Коваль, капитан команды White Company из Англии. Несмотря на то, что Лукаш самый невысокий и легкий боец в команде, при этом же он является одним из наиболее эффективных бойцов. При подготовке этого материала я отсмотрел все бои White Company на Бугурт Прайме 2020. Честно говоря, я делал это для того, чтобы найти крутые броски в исполнении Павла Куржика и Богумила Машничака, ведь именно эти два имени из White Company в ваших сообщениях встречались чаще всего. И признаюсь, я думал так же. Вот глядишь на Павла, глядишь на Богумила и как бы не сомневаешься, что при такой силе антропометрии они должны быть главными борцунами в команде. А Лукаш нет. Он там типа стоит по центру, бегает, тут саппортит, там мешает оппонентам. Он скорее поддержка, чем эффективный фрагмейкер. Но в процессе я все больше убеждался в обратном. Именно Коваль является наиболее эффективным бойцом в этой команде. При этом он боец-борец. Всех своих фрагов он бросил. Он сделал 5 чистых фрагов на борьбе. А это больше, чем любой из высокомандников. Не говоря уже о том, что он хороший саппорт. Кроме того, он эффективно противостоял другим топовым борцам, которые тоже есть в этом списке. С кем-то он разменивался, а кого-то контрил и не давал себя бросить. При том, что в среднем он ниже и легче оппонентов. Честно говоря, я не знаю, почему раньше не замечал этого таланта за Ковалем. Хотя, в общем-то, все на поверхности. Он чемпион WMFC в среднем весе. Он побеждал таких бойцов, как Маргулиса, Мандулая. Он бил Славу Левакова, который хоть и легче, но все-таки супер крут. Как бы очевидно, что Коваль умеет бороться. Вот здесь я свой список прерву. В нем 10 человек. Но еще раз, друзья, это не топ-10 борцов. Это 10 топовых борцов. Как я сказал уже в самом начале, выбрать 10 лучших из огромного списка достойных кандидатов – одно это уже очень сложная задача. А выбрать из них лучшего лично для меня задача вообще невыполнимая. Я вот, скажем, не берусь судить, кто лучше – Русанов или Тор, Коваль или Васильев, Саванович или Агеев. Все они крутые борцы, у каждого свой стиль. Каждый из них делает фраги и много. Можно было бы попробовать вспомнить, чем заканчивались их личные противостояния. Но, во-первых, далеко не все они встречались друг с другом. А во-вторых, даже это не было бы чистым показательным результатом. В командных боях очень многое зависит от команды, и совершенно не факт, что их бой 1 на 1 закончился бы с тем же результатом. Кроме того, результатом такого боя будет понимание, кто из двух конкретных борцов лучше. А что делать с остальными? Тут впору проводить полноценный закрытый турнир. А что? WMFC. Вот я вам тут собрал полноценный карт. Соберите этих мужиков в одном месте и проведите закрытый турнир по особым борцовским правилам. Вот я бы на это посмотрел и билет бы купил. Да и думаю, многие тоже. Но это, конечно, мечты. Поэтому я прошу вас, друзья, помочь мне в непростом деле ранжирования этого топа. В комментариях расставьте представленных бойцов от 1 до 10, руководствуясь вот никакой статистикой, чисто тем, как подсказывает вам сердце. А недели через 3 я подведу итог и запишу его в описании к этому видео и в своих социальных сетях. Так что надежда, друзья, только на вас. Я себе уже всю голову сломал. Пока.